Привет, друзья, это майор в отставке. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о теракте, который произошел этим вечером в Москве. Я уже об этом писал кратко на своем телеграм-канале, ссылка на который, кстати, есть в описании. Значит, там я высказывал несколько версий, несколько теорий. И на данный момент я рассматриваю две версии случившегося. Первая версия – это обычный теракт, то есть теракт, который организовали, спланировали и в итоге провели какие-то террористы из организаций, например, там из ИГИЛ. И вторая версия – это то, что данный теракт организовали спецслужбы России, то есть путинские спецслужбы, ФСБ, либо же ГРУ. Давайте разберем, например, что говорит в пользу первой версии, то есть о том, что это все-таки обычный теракт, то есть самый настоящий теракт, в котором не замешаны спецслужбы России, не замешаны путинские правоохранительные органы, путинские спецслужбы. То есть что говорит в эту пользу? Пока что мало что говорит в эту пользу, если честно, по крайней мере, я это так вижу. То есть мало что может дать какие-то основания полагать, что это был обычный, стандартный, так сказать, теракт, а не какая-то провокация путинских силовиков. Пока что никаких данных о подозреваемых, о террористах у нас нет, никаких данных о них. На мой взгляд, гораздо больше данных говорят о том, что этот теракт, именно теракт, был организован путинскими спецслужбами, ровно так же, как это произошло в конце 90-х, в начале 2000-х, когда Путин только собирался захватить власть в России. Если вы помните, в те годы, в конце 90-х, были взрывы в Москве, в Волгодонске. Тогда были взорваны несколько домов в этих городах, погибло много людей. Все вы знаете о так называемом Рязанском сахаре, да? Путинские ФСБшники были пойманы за тем, как они устанавливают взрывчатку в подвале домов, да, и в итоге гексоген оказался не гексогеном, а обычным сахаром. Так вот, и на мой взгляд, сегодня, то есть прошедшим вечером в Москве произошло нечто подобное. Это можно назвать вторым пришествием Путина. Первое пришествие Путина как раз-то и было ознаменовано всем известным Рязанским сахаром, взрывами домов в Москве, Волгодонске и другими терактами. Да? Как раз те теракты Путин использовал для того, чтобы сплотить вокруг себя, вокруг своей личности, вокруг своей кандидатуры как можно больше людей, для того, чтобы они за него проголосовали, в итоге признали президентом России. И опять же, сейчас мы видим ситуацию, когда Путин незаконно участвует в выборах, незаконно участвовал в прошедших выборах, в кавычках, да, он набрал несусветное количество голосов. Опять же, я ставлю все в кавычках, потому что он их не набрал, он их просто сфальсифицировал. Но опять же, этот процент ему нужно как-то оправдать, нужно как-то показать, что действительно якобы такое количество людей, такое количество россиян, которое оставило якобы за него свои голоса, реально его поддерживают. Сфальсифицированные голоса – это одно, но ему нужна реальная поддержка. И вопрос, как ему добиться этой поддержки, и ответ очевиден. И нужно какое-то действие, нужно какое-то происшествие, нужно какое-то событие, которое сплотит людей вокруг него, которое покажет россиянам, населению России, вернее, да, что смотрите, нас все атакуют, мы в беде, и единственным
источником безопасности, единственной защитой для вас будет являться ваш ватный фюрер, коим является Владимир Путин. И как раз такой теракт на руку только ему. И в пользу этой версии в том числе говорят сообщения некоторых дебилов, вроде Дмитрия Медведева и, по-моему, Песков еще об этом говорил, что якобы к этому теракту причастны спецслужбы Украины. И это то, что сейчас не хватает Путину и его режиму для дальнейшего закручивания гаек, для возможного объявления все-таки новой масштабной волны мобилизации и всяческого предоставления большей власти его силовикам. И я думаю, что в ближайшие дни, в ближайшее время Путин все-таки объявит о каком-то усилении власти своих силовиков и об закручивании гаек еще больше. В своем телеграм-канале я провел опрос, чем все-таки является этот московский теракт. Либо же это настоящий теракт, либо же это все-таки провокация, либо теракт, спровоцированный путинскими спецслужбами. И большинство считают, что это происшествие, это все-таки действие, которое было организовано путинскими спецслужбами, ФСБ, либо же ГРУ. Путин понимает, что он нелегитимен, он понимает, что все цивилизованное международное сообщество не признает его законным и легитимным президентом, и поэтому ему нужно какой-то шок, какая-то шоковая терапия для своих же граждан, для своего населения, для своих избирателей, которые реально оставили голоса за него. И как раз вот этим вот действием, этой шоковой терапией и является вот этот теракт. Путин считает, что тем самым он сможет сплотить, организовать людей вокруг себя и тем самым придать силу своей власти еще больше, то есть придать видимость легитимности, даже не видимость, а все-таки, наверное, заставить людей поверить в то, что только с Путиным, только с этим ватным фюрером они могут находиться в безопасности. Перемотайте пленку назад, на конец 90-х, на начало 2000-х, и вы, наверное, все поймете. Почитайте в Гугле, что такое Рязанский сахар. Прочитайте о терактах в Москве и в Волгодонске, и вы, я думаю, все поймете. Как раз тогда Путин впервые пришел к власти, к такой власти, которой он обладает сейчас. И сейчас он второй раз получает власть как бы заново, благодаря незаконному изменению Конституции и незаконному участию в этих президентских, в кавычках, выборах. Вот. И тогда, и сейчас его пришествие, да, я так назову это слово, знаменуется терактами. И опять же, страдают от этого ни в чем не повинные люди. А виновными в этом путинский режим, его спецслужбы пытаются сделать тех, кто к этому совершенно не имеет никакого отношения. Поэтому запомните, что у власти в России находятся преступники, военные преступники, террористы, которые занимаются совершением терактов как на чужой территории, так и на своей территории, как против граждан чужой страны, так и против своих же граждан. И только борьба поможет нам всем это все изменить и покончить с этим злом и привлечь преступников, террористов к ответственности. Поэтому не останавливайтесь в своей борьбе, не складывайте рук, не отчаивайтесь и продолжайте бороться. Россия будет свободной, и
путинский режим однажды падет. И для того, чтобы это произошло, нам нужно всем действовать, нам нельзя останавливаться, нам нужно всем продолжать борьбу, продолжать сопротивление. Это я говорю как обычным людям, которые меня смотрят, обычным гражданам, так и представителям силовых органов, которые меня также смотрят. Посмотрите, что Путин и его режим делает с Россией, с гражданами России, что он делает с вами, что он делает с вашими семьями. Его нужно остановить, и с этим нужно покончить любым способом, любыми методами. И уже не важно, как это будет выглядеть, потому что путинский режим не имеет права на существование. У меня все. Всем пока. Берегите себя.